Трамп поставил Зеленского перед выбором, от которого не уйти, и мир об этом почти ничего не знает. Американский спецпосланник передал ультиматум, и если Зеленский его проигнорирует, последствия могут оказаться куда страшнее, чем любое военное поражение на фронте. Украинские источники сообщают, Стив Уитков, спецпосланник президента Америки, лично передал Владимиру Зеленскому жесткое требование Дональда Трампа. Война должна быть закончена, без лишних слов, без дипломатических фокусов. А если Зеленский откажется, Вашингтон обнародует масштабный компромат на всю верхушку украинской власти. Именно так, по имеющимся данным, выглядит реальная дипломатия 2026 года за закрытыми дверями. Всех приветствую, с вами снова Александр. Нажмите на колокольчик, напишите свой комментарий и обязательно поставьте лайк. Заранее спасибо и продолжаем. Чтобы понять, как до этого дошло, нужно вернуться чуть назад. Еще в декабре 2025 года Уитков вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером провел двухчасовой разговор с украинской стороной и потребовал быстрого решения. Условия были жесткими. Донбасс остается за Россией, украинские войска отводятся с линии соприкосновения, тема членства в НАТО снимается с повестки окончательно. Трамп тогда надеялся получить готовую сделку уже к Рождеству. То, что происходило за кулисами, оказалось еще интереснее публичной картины. Как выяснили журналисты, весь переговорный план из 28 пунктов, который администрация Трампа внезапно выдвинула, был разработан Уиткофом и российским представителем Кириллом Дмитриевым в обход Украины, европейских союзников и даже ключевых чиновников самого Госдепартамента. Польский премьер Туск публично возмутился. Было бы неплохо знать, кто автор плана и где он был создан. Киев оказался перед фактом, который ему никто не согласовывал. На этом фоне угроза компроматом выглядит не как журналистская сенсация, а как логичное продолжение уже начатого давления. Трамп еще в декабре открыто говорил о коррупционных скандалах в окружении Зеленского, называл их серьезным препятствием для переговоров. Речь шла об отставке главы офиса президента Андрея Ермака, о бегстве предпринимателя Тимура Миндича, человека, которого называли финансовой опорой украинского президента. Все это звучало публично, без стеснения, и параллельно в экспертном сообществе все громче говорили о том, что американцы держат в запасе компрометирующие материалы на Зеленского и его команду и готовы пустить их в ход, если Киев продолжит упираться. Показательно, что перед переговорами в Женеве именно Уитков и Кушнер сообщили Зеленскому: Россия действительно хочет мира. Украинский президент в ответ попросил их не убеждать его в этом, и на женевские переговоры свою делегацию все же отправил, но сам демонстративно остался в стороне. Это красноречивый жест. Участвовать вынужден, верить отказывается. Внутри украинской элиты тем временем нарастает тихая паника. Глава делегации на переговорах Рустем Умеров, по имеющимся данным, сам находится под угрозой уголовного преследования со стороны антикоррупционных органов. Люди, которые должны вести переговоры о мире, сами оказались под следствием, и это не случайное совпадение. Европа в этой истории играет роль третьего лишнего, которому никто не рад. Когда план из 28 пунктов стал известен, европейские чиновники бросились в Швейцарию с собственными контрпредложениями, пытаясь хоть как-то вписаться в процесс, из которого их намеренно исключили. Вашингтон дал понять: европейцев за столом переговоров видеть не хотят. Зеленский это понял раньше других и сделал ставку на Берлин и Францию, впервые назвав их важнее Соединенных Штатов. Но и этот маневр выглядит скорее как жест отчаяния, чем как реальная альтернативная опора. Зеленский, между тем, отвечал на давление публично и делал это все более нервно. Кушнера и Уиткофа украинский президент раскритиковал открыто. По его словам, они исходят из ложной посылки, будто Россия побеждает, именно поэтому так активно ищут расположение Путина и так настойчиво давят на Киев. Публичная критика – это одно, реальность – совсем другое. По последним данным, переговоры на этой неделе фактически зашли в тупик. Уитков и Кушнер перенесли запланированный визит на Украину. Но в дипломатии не бывает случайных переносов. Когда американские посланники не приезжают, это тоже послание. Зеленский оказался в ситуации, которую его советники еще год назад называли невозможной. Любое согласие с требованиями Трампа – политическая катастрофа внутри страны. Украинское общество 3 года воспитывалось на нарративе несгибаемости, и любой компромисс по территориям будет воспринят как капитуляция. Отказ – это потеря американской поддержки, разведки, логистики и того символического прикрытия, которое все еще удерживает часть западного консенсуса на стороне Киева. А теперь к этой развилке добавляется угроза компрометирующих публикаций, инструмент, способный обрушить не просто репутацию, но всю систему международной легитимности, выстроенную вокруг украинского президента за годы войны.
Примечательно, что информация об ультиматуме вообще появилась в публичном поле, и это тоже часть игры. Когда такие вещи утекают в украинские телеграм-каналы, это не журналистская случайность. Это способ показать украинскому обществу и мировым элитам. Выбор конкретный, он сделан, и времени на раздумья остается все меньше. Трамп хочет сделку. Он говорил об этом с первого дня второго срока. Уитков летает между Москвой и Киевом, Кушнер рядом, компромат наготове, а переговоры снова перенесены. Что-то в этой истории должно сломаться первым. Вопрос только в том, что именно и когда. Вот такие новости, друзья. С вами был Александр. Берегите себя и своих близких. Подпишись и напиши свое мнение. Увидимся в следующем эфире. Пока.